Так, ребят, всем привет! Канал «Катись колесо». Ситуация достаточно странная. Меня сначала сняли с одной хорошей работы, потом мне дали другую работу. Приехать вот на этот завод, где я сейчас нахожусь. Вот. И здесь загрузиться какими-то там камнями, что ли. И отвезти их в криминальный район Франции. И там отстоять 45 минут. Ну куда ты поехал, ё-моё. Сейчас еще перепаркуется, блин. Вот. Контролируем оба бока. Сейчас задним ходом сдаем, потому что я здесь не развернусь. Ну, точнее, можно развернуться, я так полагаю. Вот. И вторую работу с этого завода с меня тоже сняли. Вот. Я стоял, отдыхал, приезжает мой коллега из моей фирмы. Вот. Я к нему подхожу, что это у тебя эта работа, что ли? Он говорит, да. И он сюда приехал 200 с чем-то километров. Вот. Ну, думаю, ладно. Вот. Ну, а мне прилетела другая работа на Швецию, поэтому мы сейчас с вами поедем на Швецию. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Сейчас я задним ходом выеду. По крайней мере, я надеюсь, что я выеду такими маленькими этими. Вы когда-нибудь ездили змейку на фуре? Вот, я тоже не ездил. Но место вроде есть. Сейчас чуть-чуть подровняем. Вот так вот. Там у нас камень. Сейчас мы чуть-чуть прицеп. Я слышал, в какой-то фирме, чтобы на работу устроиться, механик проводит тест. Змейку задним ходом. На длинной газели, правда. Не на фуре. Вот. Сейчас мы отсюда как-то выскочим. Включим аварийку, что мы ничего никого не видим. Вот. Я сходил в магазин Норму. Взял себе там покушать. 30 евро это вышло. Там всякие колбаски, сыр там. И куриный этот самый. Куроноги, курогрудку взял. И еще какие-то там куроноги. В общем, курица у меня есть. Вот. Впереди 45-часовая пауза. Так вот, побольше угла дадим. Да, в принципе, можно и вот так вот сделать. Тоже нормально. В общем, как-то выехали. Едем мы в город Франкфурт на Майне. Здесь вот перед нами речка, которая называется Рейн. И по ней ходит очень много теплоходов. Вот сейчас баржа проплывает. Капец сколько, я просто в ужасе. Я стоял в одной точке там, с обзором налево-направо. И я видел своими глазами 7 баржей. Просто. А речка-то такая, не шибко-то и широкая. Ну, даже уже, чем наша Кама пермская. Вот. Но как бы это показатель того, что страна не бутафорская. Экономика в ней есть, работа есть. Что-то производят, что-то отправляют, какие-то товары. Вот. Поэтому вот так вот. В Европе вообще много производства. И вот китайское барахло, как в России, там, не знаю, промышленное. Его не так много. Так, 1200, 2200. Ладно, поедем. Вот, это вроде бы город, забыл как называется, но здесь 10 тысяч населения всего. Внутри и магазины, и архитектура, и промышленность, все есть. Вот, сейчас мы едем, Мюльхейм Карлич называется. Ну а сейчас мы едем в сторону 9-й дороги. Вот. Ну, что будет интересное, будем подснимать. Я думаю,
Мы уж и так все видели в этой Швеции. Но в Швеции мы поедем в другую сторону. Мы если ехали вправо наверх, в сторону Стокгольма. Сейчас едем вроде в Роттердам. На автомобильный завод тоже. Еще поделюсь тем, как я классно спал сегодня. Просто, так как место безопасное, здесь нет мигрантов, нет какого-то криминала, да, африканцев и прочего. Я спал с открытыми окнами, свежий прохладный воздух. И спал я, наверное, часов 9, потому что уснул без будильника, без всего. Встал в 8 с чем-то, задал вопрос, ко скольки мне ехать на загрузку менеджеру. Вот менеджер ответил, ну сейчас попытаюсь съездить. Съездить, попасть пораньше, загрузиться, надеюсь, и поехать уже на самое. Это прям просто космос. А что закрыли стояночку-то, я бы заехал бы, еще бы подснял бы. Закрыли они ее, лишь бы не смотрели на их шикарные виды, да? Так, 1200. Итак, господа, выезжаем с завода. Присваивается расчет маршрута. Сейчас станем. Как видите, над небе этот аэростат. Дирижабль. Это экономит Примен. Ну ладно, погнали, что. Так, документы все есть, ЦРМ-ка моя не понадобилась. Все, фирма серьезная, свои ЦРМ-ки есть. Вот так. Выползаем. Капец, сколько там нагрузили, наверное. Семь часов вождения впереди. Так, написал менеджеру, чтобы брал паром. Что-то ответил, ничего не ответил. Как он нехорошо тормозит, он, девчонки смотрят на меня. Так, что нас ждет? Куда мы едем? Росток, порт. Сейчас навигатор Росток заполнил. Небо красивое, все красивое. Это Франкфурт на Майне, насколько я понимаю. Так, Том. Ну все, погнали. Вообще все, кто грузят, нифига не чувствуют габариты, я заметил. А, еще один дирижабль, нифига себе. Это что, это полиция, наверное, что-то снимает. Вы видите дирижабль? Вот он, вот здесь вот. Ладно, тоже не видно. Криво-косо все загрузили, конечно. И кузов под завязку. Прям каждый сантиметр использован. Поэтому едем аккуратно, будем пользоваться всеми доступными средствами торможения. А чего тут дирижабли летают? Пятница вечер. Германия, вон какой-то бургер идет. Прям типичный немец. Так, что я хочу? Я хочу попить чаю, кофе. Вот, у меня 7 вождения до конца смены. Так, я во сколько открылся? Где-то часов там в 11, в 10. То есть до 11 вечера у меня сегодня. Даже не до 11, позже. О, как я давно груженый не ездил, а? Сейчас проезжаем. Вообще, как я оказался в Германии? Я ж в России просто там сидел, ничего не делал. Как вот это все в жизни происходит?
300 метров. Так, надо бы еще переобуться. Сейчас я опять поеду на хороший паркинг. Теперь поверните направо. Есть у меня желание съездить на БАСФ. Там, может быть, 45-ку перевести, если мне менеджер не ответит. Вот так вот сделаем. Пусть велосипед. Так. Ну, воды точно хочется попить, и в душ хочется сходить еще. Поэтому БАСФ он такой. Худой конец я, конечно, могу и пароход дождаться, правильно? Там все есть. Так. Тормозим. Все на зеленый. А почему я еду в левой полосе? Ладно, там автобусная была. Здесь автобусной нету. Шикарно идем. Так, здесь у нас поворот налево. Через 300 метров поверните налево. Через 300 Затем метров. выйдите на автостраду. Или это здесь 300 метров? Теперь поверните налево. Затем выйдите на автостраду. Вот Франкфурт на Майне, если вы не были, вот он примерно вот в моем представлении выглядит вот так. Перекресток какой-то не очень. Сейчас надо будет протягивать машину, сюда залетать как-то. Ну, по встречке, конечно, интереснее здесь залететь. Но я такое крайне редко практикую, мне красный горит. Да я думаю, не, попадем. В перекресток попадем. Ну все, трогаемся. Зелененький загорелся. Так, вот так мы делаем. Прям. Потом наблюдаем за задним колесом в зеркало. То, что оно проходит. Сейчас здесь также упираемся. Также влево. Вот мы заехали. Держитесь правее. Сейчас на разворот пойдем. Не, я бы с удовольствием сейчас на химзавод бы поехал. Кто моргает? Да все, я пристегнут. ЛГБТ автобус какой-то едет. Так, сейчас там тоже направо. Сейчас берем просто что, Росток, да? Росток ехать. Так, 7 часов 676 километров до порта. И я скажу вам, что не успеваем. Держитесь правой стороны, затем поезжайте к выезду 19. О, какой красный Порше, кайфовый, прям как детская игрушка. Теперь держитесь правее. Держусь правее, брат. Прибытие в пункт назначения 2 часа 21 минута. Он прям помаргивает. Я, кажется, догадываюсь, в чем проблема. Проблема в бутылке в воде на пассажирском сиденье. Все, теперь ее нету. Сейчас я еще попить наберу. 676 километров. Ну, 650. Не, в любом случае я сегодня не успеваю. Вот.
что поделаешь, такова жизнь, везде не успеешь. Вот. И поезд, точнее паровоз, будет завтра в 3. Паром, точнее. Сейчас я водички наберу хитрую. Мигранты на Мерседесе, полицейский. Что происходит, непонятно. Капот открыт. Капот аварийный, а где второй участник, непонятно. Ладно, мы наконец-таки поехали вперед. Скорость набирается, это меня радует. Сейчас у чата GPT спрошу. Так, 14:00. Медленно разгоняемся, конечно. Читаем 9 часов. Читаем сегодняшние 6.